Всех поклонников Laravel я приветствую на канале CodeCode, и мы продолжаем краткий обзор события LaraCon 2021, и давайте идти дальше по спикерам. Здесь у нас 10 фишек, трюков из мира Tailwind. То есть предыдущий спикер от Tailwind нам показывал всякие фишки о гридах. Здесь же мы посмотрим более обширно на Tailwind. И эта лекция будет особенно полезна для тех, кто еще не знаком с Tailwind, чтобы ознакомиться и вдохновиться его функциональностью. Были интересные фишки, скажем, о том, как можно реализовать темную тему у вашего приложения, что можно также подчеркнуть для себя. А в остальном здесь просто фишки по Tailwind. И мы идем дальше к следующему спикеру. Следующий спикер у нас рассказывал о том, как написать документацию к вашему приложению, к вашему продукту, и насколько это важно, что этим тоже не нужно пренебрегать. И писать обязательно документацию вашего продукта для членов команды, для тех, кто в будущем придет в команду, для клиентов, для просто пользователей, чтобы эта документация была понятна, она была не супер на техническом языке, не на техническом сленге, а понятна для всех, указала на некоторые аспекты того, как сделать эту документацию более полезной, более понятной. И в общем и целом вся эта лекция заключалась именно в том, что документация важна и как правильно ее писать. Но в целом ничего нового, но скажу, что в принципе этот спикер также был полезен. Далее спикер выступил с темой «Думай как хакер». Здесь у нас тема раскрывает безопасность Laravel приложений, ну и в целом приложений, что нужно думать как хакер. Скажем так, он показывает примеры о том, что форма регистрации при вводе e-mail нам сразу может дать подсказку, что такой e-mail уже существует, что будет советом хакеру, что можно далее уже через логин-форму работать с этим e-mail и подбирать пароли. Также показали, что нужно делать грамотную валидацию пароля, использовать, к примеру, правила валидации пароля, которые по умолчанию в Laravel. У меня есть ролик об этом из рубрики Laravel Updates, где я показываю, как с этим работать. В частности, что необходимо использовать метод Uncompromised, который по API будет проверять на одном из сервисов, как часто используется текущий пароль, который выбрал пользователь. И если он используется чаще, то мы не будем создавать аккаунт и выдадим сообщение, что такой пароль часто используется, лучше использовать другой. Ну и как бы также советуют и просто пользователям не использовать один и тот же пароль на разных сайтах, на разных проектах, каждый раз генерировать новые пароли, чтобы эти пароли были не простыми, а сложными. Проверять на этом сервисе, точно ли этот пароль не использовался ранее и не использовался часто. Также, что здесь было в этой лекции? Он также показал, что стоит не забывать про срезание тегов в инпутах, формах, особенно если вы потом эти данные отображаете на самом сайте. Так может хакер сделать инъекцию, скажем, JS скрипта. И также он показал middleware, который блокирует инъекции скриптов, которые берут какие-либо скрипты из сторонних источников. Этот middleware я вам покажу на экране, он интересный, можно его использовать, и также покажу результат его использования. На этом спикер по «Думай как хакер» закончил. Далее у нас уже был интересный, лично для меня интересный спикер, который нам продемонстрировал фреймворк Inertia, хотя они сами называют это не фреймворком, как они сами говорят, это современный монолит. Если не знаете, что такое Inertia.js, то это такой инструмент, который избавляет нас от написания API, то есть мы делаем single page application, одностраничный, без перезагрузки, с использованием клиент-сайт фреймворков, таких как, скажем, Vue, либо React, но при этом мы как бэкэндеры используем классический подход в Laravel с роутами, контроллерами, моделями. У нас ничего не меняется, мы просто вместо helper Vue используем Inertia фасад и с ее методами рендера, и рендерим уже компонент из Vue. Интересный подход, я думаю, я запишу
урок о инерции JS на моем канале. Вы напишите об этом обязательно комментарий, нужен ли такой урок, интересна ли вам инерция. Я до этого много записывал уроки о Livewire, но мне после этой лекции показалось, что у инерции есть даже много преимуществ по отношению к Livewire. Что еще было в этой лекции? Также нам показали инструмент по работе с формами в инерции, форм-хелперы, как можно удобно делать формы с использованием Vue.js. В данном примере спикер использовал Vue.js и инерцию JS. Как можно реализовать формы, как можно использовать helper, скажем так, не отображать кнопку, когда идет прогресс выполнения формы и так далее. Самое интересное — это модалки, модальные окна, диалоговые окна. То, что мы очень часто используем в наших интерфейсах. Этот момент важен и как он реализован с использованием инерции JS, что можно модалкам выделять и отдельный роут, после которого будет грузиться именно компонент с модальным окном. И при этом инерция будет указывать о том, что это модальное окно, уже будут готовы кнопки по закрытию модалки и возврату к роуту. Скажем, если это какая-то CRUD-система, то есть метод create, который будет у нас и по роуту открывать модалку, а при закрытии возвращаться к индекс роуту. То есть удобные инструменты по работе с модальными окнами. И также продемонстрировали новый инструмент в инерции, это SSR, то есть сервер-сайд рендеринг. Он пока что в раннем доступе, доступен только спонсорам, то есть пока что он платный. Что он из себя представляет? То есть они говорят, что в инерции есть проблема для приложений, у которых в основе SEO продвижения, а так как Vue.js, там React.js, это клиент-сайд рендеринг, у нас HTML по сути нет, у нас есть просто там div с ID app, и далее более ничего. Как бы поисковые движки современные говорят, что они отлично работают с приложениями, основанными на JS, но я думаю, там не так все хорошо, и также и автор говорит, что там не так все хорошо, и все-таки приложения, которые имеют сервер рендеринг, они с SEO работают намного лучше. И вот как раз этот пробел у Inertia закрывается с помощью инструмента SSR и с использованием Node.js. Также у нас при перезагрузке появляется и HTML в браузере. И в конечном итоге это никак не влияет на SEO. В общем, эта тема Laracon мне очень понравилась. И обязательно пишите комментарий, и мы поиграемся с Inertia.js, поиграемся с формами, модалками, может даже и с SSR. И заодно поиграемся с Vue.js. Попробуем сделать Single Page Application. Перейдем на следующий уровень, отойдем от Blade Template. Идем далее. Следующий спикер у нас рассказывал о том, как можно устроить SEO в Laravel приложении и как это SEO интегрировать в Laravel Nova. Ну, как интегрировать в Laravel Nova, там все просто. То есть здесь он использует практику, использует подход, что у нас SEO хранится в отдельной таблице, и по URL, который также хранится в этой таблице, мы берем данные из таблицы в эту модель и передаем с помощью Vue Composer в наши Blade темплейты, и там уже эту мету title, description, keywords отображаем. Я думаю, большинство из вас использует такой подход в построении мета-тегов в вашем приложении. Если вдруг нет, если вдруг вы раньше с этим не работали и не знаете, как обычно это устроено, либо не уверены, что ваш подход является правильным, не знаете, какие еще есть, то обязательно напишите комментарий, и я сделаю видеоролик о том, как сделать SEO-раздел, SEO-поддержку в Laravel проекте. Так, мы идем далее, и у нас последний спикер опять рассказал о том, как важны тесты в наших приложениях, и в особенности, и в частности в Laravel приложении. И он указал на то, что в самой документации по Laravel говорится о том, что большинство тестов у вас придется на фичи, а юнит-тесты будут занимать мало места. Он же говорит об обратном, что юнит-тесты также важны, не стоит ими пренебрегать в Laravel. И далее мы у этого спикера наконец-таки увидели фреймворк Laravel, наш любимый фреймворк изнутри, так как в предыдущих всех лекциях мы практически нигде не видели Laravel. Единственное, что Taylor нам в своих апдейтах немножко показал Laravel код в примерах новых фишек
из апдейтов, то здесь мы уже посмотрели в полной мере на Laravel, посмотрели на мощный инструмент по тестированию. Он указывает, спикер, на то, что необходимо тестировать не только большие функциональные куски, но также и небольшие, как тестировать middleware, показывает, что в Laravel есть инструменты для тестирования практически всего, middleware, ивентов, джобов и так далее. И не просто об этом говорит и показывает какие-либо слайды, а также показывает примеры, как устроить по тому или иному аспекту тесты в Laravel. Тоже очень интересная лекция, мне она понравилась. Друзья, на этом обзор события, мероприятия Laracon у меня все. А теперь я вам расскажу лично мое мнение, что я думаю после просмотра Laracon. Буду с вами честен, мне не очень понравилось. Это опять-таки мое мнение. Возможно, если бы это событие смотрел новичок, он бы где-то вдохновился, где-то бы нашел для себя что-то интересное и новое. Но, на мой взгляд, слишком затянуто, много воды, мало интересного. Я в целом, кроме Inertia.js, для себя ничего нового и интересного не нашел. Очень мало было уделено теме самого фреймворка Laravel. Мы его практически нигде не видели и не слышали. Очень много рекламы, очень много опадл, очень много вот этих спонсорских роликов. В целом, что я для себя могу выделить из этой конференции? Да, тема о важности рефакторинга. В целом, опять-таки, для меня здесь ничего нового, но для большинства, я думаю, эта лекция будет иметь благотворное влияние. Далее. Laravel Update здесь совсем не то, что я ожидал. Типы в Laravel от Nuno Maduro, да, здесь интересная тема. Здесь есть библиотека по анализу кода, которую нужно и можно применять в своих проектах. Далее, что еще? Ну, само собой, это самое основное, что я готов выделить, это спикера, который нам репрезентовал Inertia.js, показал формы, диалоговые окна. Также я забыл вам рассказать в обзоре по этому спикеру, что также есть и мощный инструмент по тестированию приложений с использованием Inertia. Ну и в целом это все очень круто и имеет много преимуществ. Поэтому обязательно пишите комментарии. Если вас будет много, то я обязательно сниму ролики, уроки по Inertia. Ну и в целом, что еще? Спикер по тестам. Да, здесь хотя бы мы посмотрели на Laravel, посмотрели, возможно, для кого-то было бы ново узнать, что настолько много всего можно поддавать тестированию. На этом все, друзья. Обязательно поддержите канал лайком. Мне будет приятно, и в целом это помогает развитию канала. И напишите комментарий о том, что вы думаете сами о этом мероприятии Laracon. Понравилось ли вам? Если вы смотрели особенно. Если не смотрели, то вы посмотрели сейчас обзор, и у вас также есть какое-то мнение о том, что происходило на этом событии. И обязательно озвучьте, что вы об этом думаете. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на канале Каткод.